Hello, friends. As the greats once said, war is peace, freedom is slavery, and a survey of Russians is quantum mechanics of common sense. The more you observe, the less you understand. Я бы сказала, с Украиной не хотела бы мириться. Тем более, что Европе понять надо, где ее место. Ее место под лавкой. Как вы считаете, вот сможем ли мы помириться с Европой, с США после того, как закончится украинский конфликт? Я думаю, все нормализуется. Со Штатами, да, а Европа разделится на не наших и наших. Я думаю, что сможем, но на наших условиях. Не знаю, вряд ли. Уж столько всего нам тут навредили, не знаю. Harmed us? Oh, absolutely. They forced us to sanction ourselves, crash the ruble, and shut down our own factories, and we were just sitting here, minding our own business. Except for that little denazification next door. But sure, Europe is to blame. Едва ли. Почему-то нет. Почему-то думаем, что нет. 50 на 50. Я думаю, нет. Но думаю, в каких-то интересах это возможно, да. Затрудняюсь сказать. Вряд ли. А хотелось бы? Или, может, и не Ну, надо? конечно, мира-то хочется. Я думаю, что этого хотелось бы всем. Лучше худой мир. Just look at the beauty of the street where this survey is taking place. Peeling walls, dirt, puddles on the roads. The perfect backdrop for deep reflections on how Russia brings peace to the world, while the treacherous Europe dreams only of war. Ну, кто как считает, кто нужен, кто не нужен, то есть будем надеяться, что все завершится хорошо. Не хочется воевать ни с кем. Помириться? Не знаю. Оно-то нужно? Нужно. Но захотят ли они помириться, есть вопрос в этом. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас закончился конфликт. А насчет того, что мириться со Штатами, я очень отрицательно к ним отношусь, очень отрицательно. Мы в политике-то не очень разбираемся, да? И вот после таких, я хочу сказать, ужасных безобразий, что, значит, творится вот на этой войне по отношению к нам, к нашим, к русским, вот. Я бы, сказала, с Украиной не хотела бы мириться. We don't really understand politics, but we've made up our minds. Never been to America, never met a single American in real life, but we hate them sincerely and with all our hearts. But making peace with Ukraine? Absolutely not. They dared to resist when we came to liberate them. They even destroyed their own cities just to make us look bad. And oh, the horrors against Russians. Millions of Ukrainians displaced, their homes reduced to rubble. But let's be clear, the real tragedy here is how we are suffering. А как вы считаете, что будет с Россией после того, как этот конфликт останется в прошлом? Ну, наверное, Россия будет жить. Все прекрасно будет. Да все хорошо будет. Я думаю, что Россия всегда будет процветать. Россия победит, и все будет хорошо. А чего будет с Россией? Россия всегда будет победителем. Ну, она будет еще крепче и сплоченнее, я так думаю. Только на пользу. Только на пользу. Nothing but benefits for 3 years straight. The economy is in ruins. Hundreds of thousands dead. Millions have fled. The country is under sanctions, and repression is back in full Stalin-era mode. Yes, everything is going strictly according to plan. Россия, мне кажется, встала на свои ноги, она не упадет со своих ног и не шлепнется в лужу. Сейчас, наверное, никаких прогнозов. Но будем надеяться на лучшее. Так уж, наверное, будет лучше. Уж эта война надоела, наверное, всем уж навязла. Сколько людей-то погибло. Детей наших убивают, а не чьих-то. Что будет с Россией? Но все равно Россия у нас великая держава. То есть Россия все равно будет всегда впереди, мне кажется. Она воспрянет, будет сильнее, интересней, благополучней, комфортней для проживания. For 30 years, they couldn't make Russia prosperous and comfortable. But after the war, it will definitely happen. Apparently, simply developing the country isn't enough. You have to destroy everything first. Goebbels was right when he said, "Give me control of the media, and I will turn any society into a herd." No wonder Russian propagandist Solovyov gets paid millions. Everyone parrots the same lines with such confidence, as if they had just attended the official briefing. Это зависит от всех договоренностей. Америка же не просто так в этом споре, так сказать, участвует. Правильно? Я думаю, нет. Уж никак мы не захереем. Потому что мне кажется, что вот в результате вот этих всех санкций, да, у нас Россия-то как стало все развиваться. Я даже хочу сказать по продуктам.
Вот. Ведь очень раньше, а сейчас у нас вот эти фермерские-то продукты пошли в гору. Да вообще замечательно. Too bad the host didn't ask this granny how often she buys these farm products on her pension. But sure, Russia is flourishing. Chinese cars fall apart as soon as they leave the dealership. Civil aviation exists purely on spare parts cannibalism. And let's not even talk about medicine, clothing, and household chemicals, all replaced with alternatives that don't even come close to what we used to have. By the way, I covered this in a recent video. Check it out. Сколько лет пройдет, прежде чем мы будем жить как раньше? Ой, долго. Уж так все разрушили, что, наверное, я считаю, что долго не наладится. Ой, это долго. Сколько лет? Вы знаете, корейцы не могут забыть японцам войну, которая была 1000 лет назад. А эти раны, это будет очень долго. 1,000 years of war between Korea and Japan? What a groundbreaking historical discovery. Someone called the history books, they missed a whole millennium. We thought phones were brainwashing kids, but turns out TV has completely wiped out the minds of adults. Ну, не 1 год это будет, пока все наладится. То есть это не все так быстро, мне кажется, все завершится все равно. Даже если замирится, все будет хорошо, но это все равно еще долгий процесс будет. Ну, даже затрудняюсь сказать. Надеюсь, на нашем веку все закончится. Доживем мы до этого. Как раньше, наверное, мы не будем жить. Ну, хотелось бы, чтобы с завтрашнего дня все встало на свои места. Ну, такого навряд ли. Ну, надо подождать, наверное. Я думаю, что довольно-таки быстро это случится. Ну, я думаю, что при процветании лет 5, я думаю, что вполне достаточно. What kind of garbage does he have in his head if he thinks any Ukrainian mother will forget this war in 5 years instead of remembering it for the rest of her life and telling her grandchildren about it? And honestly, it's astonishing how flexible our people are. Just 2 weeks ago, America was Russia's sworn enemy, and now it's almost our best friend. As George Orwell wrote, Oceania has never been at war with Eastasia. Ой, как раньше, наверное, скорее всего, не будет, потому что ни одно поколение уже, как говорится, уже у них голова забита своими этими. Ну, я думаю, поколение 2-3, наверное, по-любому, да. Время идет вперед. Мы никогда не будем жить, как раньше. Не забудутся никогда эти потери, потому что это, я считаю, что это наш последний генофонд там, на фронте. Потому что в 17-м генофонд потеряли, Великую Отечественную потеряли, а сейчас там настоящие мужики. А кто туда не идет, это, знаете ли, ну, все неоднозначно. Real men, the ones looting toilets and fresh out of prison before mobilization? What a great nation, so dedicated to its gene pool that every few decades, it happily sends it straight into the meat grinder. And those who didn't go? Questionable. Well, better to be questionable than fertilizer for Ukrainian soil. Classic Russia never lived well and won't let anyone else either. As Albert Camus said, when a population starts believing that its poverty is a great victory, propaganda has reached perfection. Быстро это не произойдет, потому что очень много разрушений уже произошло, и конфликтов, и все. Когда это все наладится, но будет все это хорошо. Будем жить счастливо. Мы верим. Главное, что все закончится. Да, вот именно, чтобы не было войны, не гибли наши парни. Наверное, немало должно пройти, потому что вот это поколение, которое выросло вот во время этого конфликта, они будут помнить. Вернутся же вот эти участники ТСВО, они же все равно еще все молодые люди. Это не забудется, наверное, до тех пор, пока не сменится поколение 2. Мы же не занимаем, мы же войну не забываем. И дети наши не забывают. They shouted, "We are great," while the peeling walls behind them echoed, "Yes, yes, exactly." A brilliant plan. First, create a catastrophe, then wonder why everything is falling apart, and finally, declare that happiness is inevitable. And such touching concern. The real tragedy is our boys who went for easy money and didn't make it back. The others, just collateral damage. Innocent children, families, whole cities wiped out, but who cares? Someone has to be the backdrop for the glorious adventures of one illegitimate old fart clinging to power. Могу свои личные догадки сказать, что
лет несколько, но острая эта фаза в этом году исчезнет, да. А так окончательно, я думаю, еще годы уйдут на то, чтобы стабилизировать отношения. И тем более, что Европе понять надо, где ее место. Ее место под лавкой. И она сама себя туда загоняет упорно. Ну, не могу точно вам сказать даже. Ну, довольно-таки долго сейчас, я думаю, будет, если закончится вся эта война на Украине, то мы, наверное, будем очень долго восстанавливать все, что там разрушено. Я думаю, что все туда уйдет. How perfectly the air raid siren complements this survey on Russia's greatness, a country that can't even defend itself from drones, yet this grandpa confidently declares Europe's real place, under the bench. Yes, that same Europe with a 1,000-year history, building Notre Dame in the 12th century, while Russia was still figuring out how to construct a simple single-dome church. Looks like this old man confused Europe with Eritrea, where gangs roam freely and the state barely exists. That reminds me of something. Thank you all for watching. Make sure to like the video and subscribe to the channel if you haven't already. It really helps with YouTube's algorithm. A huge thanks to my sponsors on YouTube and Patreon. Your support means a lot to me. Thanks to you, I can plan and create content consistently. Anyone can join for just $3 a month, and I highly recommend choosing Patreon since the fees there are much lower. For those who want to support the channel with a one-time donation, you can find a link to Buy Me a Coffee in the description, where I do my best to mention all donors in future videos. Not saying goodbye, see you soon.